Добрый день, дорогие пекари! Сегодня с вами испечем интересный хлеб. Это французский табатьер. Он с такой интересной крышечкой. Сначала кажется, что это привычный нам разрез, но это не разрез, это такая особенность формовки. Табатьер переводится как табакерка, и у него есть вот такая крышечка. Раскрывается она по-разному, больше, меньше. У меня, честно скажу, не всегда получается, но в этот раз вышло неплохо. Рецепт интересный, давайте приступать. Начать нужно с аутолиза муки. Напоминаю тем, кто забыл, может быть, или объясняю тем, кто не знает. Аутолиз – это процесс, при котором у нас набухает клейковина пшеничной муки, и потом замес у нас идет лучше, и структура хлеба тоже будет лучше. 500 граммов муки – это первый сорт пшеничной муки. И 325 граммов воды. При классическом аутолизе мы не добавляем закваску. Только мука и только вода. То есть брожение теста у нас в этот момент еще не начинается. Мы только увлажняем муку и даем ей впитать воду. Сейчас не нужно проводить активный замес теста. Нужно только соединить муку с водой. Убедитесь, что вся мука взяла воду, не осталось сухой муки. Дальше накрываем крышкой и оставляем просто на столе на 1 час. Прошел аутолиз муки, давайте посмотрим. Смачиваю руку и смотрю. Прекрасно мука впитала воду и соединилась. Этот замес я буду делать по французскому методу. Соединяю и закваску, и прессованные дрожжи. Здесь у меня созревшая закваска. Ее потребуется 100 граммов. Закваска пшеничная, 100% влажности. Кроме этого добавляю 4 грамма прессованных дрожжей и 10 граммов соли. Комбинация дрожжей и закваски – это классический такой французский подход. Подход французских пекарей. Суть в том, что дрожжи нам дают, естественно, очень быстрый, гораздо более быстрый подъем, чем чисто на закваске. А закваска привносит свою вкусоароматику. При этом хлеб не получается кислым от долгого брожения, как это бывает, если выбраживать только на закваске. И хлеб получается очень сильным ароматом для тех, кто привык к аромату дрожжевого хлеба. Чтобы сейчас все хорошо соединить, переходим на замес на столе. Можно замешивать в миксере, тестомесе, где вам удобно. Можно замешивать на столе. Техника растирания прекрасно подходит для этого теста, оно не слишком жидкое. Минут 10-12 замеса, тесто у меня замесилось, соединилось. Немножко его подкатаю в шар, округлю. Беру ту же самую миску, немного растительного масла, смазываю, чтобы тесто было легче потом доставать и чтобы оно легче у нас бродило и поднималось. Прикрываю крышкой, оставляю при комнатной температуре на 3 часа. Через 3 часа тесто заметно выросло, нужно его сформовать. Подсыпаем муку на поверхность теста, подсыпаем на стол, выкладываю тесто на стол. Оно заметно хорошо бродит, все очень разрыхленное. Сейчас чуть-чуть подформую, чтобы было удобнее делить. И делю тесто на 2 части. Чтобы убедиться, что поделила ровно, взвешу. Дальше каждую часть подформовываю в шар. Это предварительная формовка. Заворачиваем все края в центр, затем прокатываем по столу и округляем. Предварительная формовка перераспределяет натяжение в тесте и помогает формовке. Оставляю заготовки полежать минут 15. После отлежки окончательно формуем наши заготовки. Точно так же заворачиваем все в центр. Все края в центр, округляем заготовку, прокатываем ее по столу и натягиваем поверх. Визуально отделяем 1/3, подсыпьте муки на поверхность, чтобы вам проще было раскатывать. Берем скалку и катаем язычок. Раскатываем до толщины примерно 4 мм. Такой язычок круглый, размером с наш хлебушек. Подсыпаю ржаную муку. И набрасываю клапан на основное тесто. Этот клапан и будет крышечкой нашей табакерки. Положу на расстойку на доску, переворачиваем язычком вниз. И то же самое делаю со вторым хлебом. Сформовала, уложила, и теперь нужно сделать тесту боковую поддержку, чтобы оно поднималось вверх. Сворачиваю полотенце валиком, укладываю между и побольше полотенца укладываю вокруг.
Сверху также прикройте салфеткой, чтобы тесто не заветривалось. Расстойка 1 час. Смотрим на тесто через час. Оно заметно подросло. Перекладываем на пекарскую бумагу. Бумага у меня используется по несколько раз. На этой были ватрушки или пирожки. Перекладываем клапаном вверх. Подсыпаем ржаную муку на поверхность. И дальше вы можете делать надрезы художественные, как вам нравится. Я делаю в форме листа с прожилками. Да, не забудьте на прогрев поставить духовку. Она должна разогреться на 230 градусов. И мисочку с кипятком на дно. Выпекаем 15 минут с паром и 15 минут без пара. Готов мой хлеб. Смотрите, какой румяный получился, красивый. Крышечки, не сказать, чтобы сильно, но открылись. Так что табакерка удалась. Оставляю их остывать. Хлеб полностью остыл, давайте на него посмотрим. У него тонкая хрустящая корочка. В запахе нет аромата дрожжей, но запах у хлеба довольно яркий. Смотрим на мякиш. Он средней плотности, средней пористости. Смотрите, если пощупать мякиш, он посуше, чем мякиш у чисто заквасочного хлеба. Это скорее похоже на мякиш магазинного хлеба, так что если вы любите дрожжевой хлеб, это ваш вариант рецепта. В целом хлеб удачный, у него яркий аромат, нежный мякиш, и я уверена, что этого рецепта найдутся поклонники. Не забудьте подписаться на мой канал, обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на другие мои ресурсы, все ссылки в описании. Ну а мы с вами продолжим печь и испечем еще много всего интересного.